Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео вторая часть мастер-класса кардигана кофты для девочки спицами. В первой части мы связали горловину и кокетку кофточки на нужную высоту реглана. У меня на размер 128 линия реглана равна 19 сантиметрам. На полочках я связала 4 фигурные рельефные дорожки из 8 петель и после изнаночной разделительной петли начала вязать прибавочные петли от реглана лицевыми. По спинке у меня рельефные дорожки из 14 звеньев. У вас может быть другое значение. И сейчас мы приступаем к вязанию ростка. На кокетке я закончила вязание, завершив раппорт и провязав по изнаночной стороне. Нить находится в начале левой полочки. Так, если бы мы сейчас начинали вязание по лицевой стороне, значит и росток нужно начинать вязать с лицевого ряда. Нам необходимо переснять петли полочки и рукава на дополнительную спицу до регланной линии спинки. Петля регланной линии будет относиться к петлям спинки. Итак, переснимаем петли, ниточку пока не обрезаем. И далее будем вязать только петли спинки. Присоединяем нить к крайней петле. Снимаем крайнюю петлю, не провязывая, и начинаем вязать по рисунку. Не забывая про узорчик до следующей регланной петли спинки. Довязали и регланную линию провяжу изнаночной петлей, как кромочную. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Крайнюю петлю снимаем и вяжем петли спинки по изнаночной стороне. Все петли по рисунку. Вот до этого места, откуда начинали вязание. Итак, я провяжу поворотными рядами примерно 3 сантиметра. Это где-то 2 элемента. То есть довяжу звенья этого раппорта и свяжу еще один раппорт. Всего получается 8 рядов. 2 из них я уже связала, осталось еще 6 рядов. Если вы вяжете на другой размер, высота ростка для детей разных возрастов примерно такая. Связали росток на необходимую высоту. Я связала 3 сантиметра. Это 2 звена узора. Если вы вяжете на меньший размер нитками той же толщины, что и я, вам хватит 4 рядов, то есть одного звена узора. Ниточку от вязания ростка обрезаем, закрепляем и прячем в вязании. Теперь нам нужно переснять петли рукавов на дополнительные спицы. Петли от передних линий реглана я отнесу к полочкам.
Я пересняла петли рукавов на дополнительные спицы. Петли полочек и спинки нужно переснять на основные спицы, но я пока их разделила на разные спицы, чтобы померить на ребенка и определить, какого размера связать подрезы. Я сцепила между собой маркеры, зацепив их крайним боковым петлям полочки и спинки. Можно также для этого замера использовать вспомогательную нить или канцелярские скрепки. Надеваем кофточку на ребенка и регулируем длину подрезов при помощи нити или скрепок, добавляя или уменьшая величину подмышечных впадин. У меня эта величина равна 2,5 см. Значит, 2,5 см умножаем на количество петель в 1 см 2,3 петли. Получается 5,75 петли. Округляем до 6 петель. Подрез равен 6 петлям. Возобновляем вязание с полочки с лицевой стороны. Вяжем петли полочки, продолжая узор. Вот я провязала до линии реглана. На полочках у меня как раз смена узоров, где крупные вяжу мелкие, где мелкие вяжу крупные. После 4-й дорожки узора изнаночная, и у меня остается 3 лицевые петли. 1, 2 и 3 петля от линии реглана. Левая полочка связана, петли рукавов оставляем на дополнительной спице, лежащими внизу, и перед тем, как вязать спинку, мы наберем на спицу петли подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель набрали и продолжаем вязать петли спинки. Итак, вяжем лицевой гладью в центре по узорчику до следующего края спинки. Связала петли спинки, вновь набираем 6 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петли рукава оставляем лежащими внизу, подвигаем на основную спицу петли полочки и продолжаем вязание. Вяжем узорчик, у меня смена элементов, выполняем перехлёст по 2 петли. Центральные на крайние вправо, центральные на крайние влево, изнаночная. Центральные петли маленького элемента расходятся в стороны. Меняем местами и провязываем. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. Изнаночная. Довязываем ряд до конца. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Все петли вяжем по рисунку. Петли подреза на изнаночной стороне вяжем изнаночными. Сейчас покажу. Вяжем до петель подреза. Довязываю полочку. Вяжем набранные петли изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6
и петли спинки по рисунку. Вяжем до конца ряда. Петли подреза изнаночными за переднюю стенку. Провязываем. Связала, и так вяжем поворотными рядами на нужную нам высоту изделия до того места, откуда вы хотите начать выполнять расклешение между рельефными дорожками спинки. Я буду вязать до линии талии, но можно начать делать прибавки чуть выше линии талии или на этом этапе сразу после объединения полочек и спинки. Сейчас у меня связано по спинке 20 сантиметров. Длина спинки до линии талии у дочки составляет 28 сантиметров. Но так как я вяжу на рост 128, а у дочки сейчас рост 124, я прибавлю к длине спинки 1 сантиметр и уже от линии талии начну делать прибавки. Буду вязать на расклешение. Итак, связала по спинке 29 сантиметров. Кто вяжет на аналогичный размер или чуть больше, по спинке у меня получилось 24 элемента. На полочках вдоль планок связано 1, 2, 3, 4, 5, 6 больших сегментов. И с этого момента на полочках буду постепенно переходить на лицевую гладь. То есть на полотне будет вот такой скос узора. Получается, верхняя часть переда будет слегка собрата за счет узора, а низ от линии талии более свободный за счет лицевой глади. И также от линии талии расклешение по спинке в области узора за счет добавления петелек между рельефными дорожками. Итак, на полочке завершила первый большой элемент узора, и далее эти 8 петель буду вязать лицевыми. Когда на второй дорожке свяжу большой элемент, то до третьей дорожки буду вязать все петли лицевыми. И так далее. Можно переходить на лицевую гладь выше линии талии или без скоса одновременно. Это все на вашу фантазию. Сейчас я покажу, как мы будем переходить на расширение нижней части кофточки. Провязали 8 петель планки, 1 изнаночная и 8 петель первой дорожки узора. Вяжем лицевыми. 4, 5, 6, 7, 8 изнаночная. И далее пока продолжаем вязать по узору. Во второй дорожке узора переход на крупный элемент. Выполняем перенос петель от центра. Изнаночная. В третьей дорожке начинаем вязать 2 маленьких элемента. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. Изнаночная. С четвертой дорожки переход на большой элемент. Центральные на крайние вправо, центральные на крайние влево. Изнаночная. И вяжем лицевыми до рельефных дорожек спинки, где начнем делать прибавки. Довязали. Изнаночная. Прибавки будем делать только между дорожками узора. Вяжем элементик. Поднимаем ниточку протяжки, провязываем изнаночной скрещенной. Основная изнаночная. Вновь поднимаем ниточку протяжки, провязываем изнаночной скрещенной. Вяжем следующий элемент. И добавляем 2 изнаночные петли. Сразу после провязывания элемента первая прибавка.
изнаночная и перед провязыванием следующего элемента вторая прибавка. Между элементами образовываются 3 изнаночных петли. Добавляем петельки между оставшимися дорожками, а после провязывания последней дорожки 1 изнаночная, прибавку не делаем. Провязала 1, 2, 3, 4. Получается, я делаю прибавки в 4 местах. Далее вяжем лицевыми, на полочках смену узора в дорожках, петли крайней дорожки провязываем лицевыми. По изнаночной стороне все петли вяжем по рисунку. Я сейчас вяжу узорчик спинки по изнаночной стороне кофточки. 4 изнаночные петли рельефной дорожки провязала, а вместо одной лицевой теперь вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И опять 4 изнаночные петли узорчика, 3 лицевые. И так далее. Провязали и далее продолжаем вязание, делая прибавки между рельефными дорожками спинки с определенным интервалом. Я следующую прибавку сделаю через 4 сегмента узора. Если вы хотите более выраженное расклешение, тогда вам необходимо делать прибавки чаще. На полочках петли от первой дорожки вяжу лицевыми. Когда довяжу большой элемент второй дорожки, также перейду на лицевую гладь, начиная с лицевой стороны изделия. Разделительную изнаночную между ними также буду вязать лицевой, но начиная с изнаночной стороны изделия. Давайте свяжем самостоятельно до замыкания этого элемента к центру и там встретимся. Провязали, и сейчас вместе будем довязывать раппорт второй дорожки узора полочки. Будем замыкать центральные петли элементов к центру. Связали петли планки, изнаночная, 8 лицевых петель, изнаночная, провязываем петли с переносом крайних петель влево. И с переносом крайних петель вправо. Изнаночная. Далее по узору замыкаем крайние петли маленьких элементов к центру, провязываем крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. И еще раз. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. Изнаночная и замыкаем к центру петли большого элемента. По изнаночной стороне изнаночную петлю после планки продолжаем вязать лицевой, а вот эту изнаночную петлю между элементами с изнаночной стороны провяжем изнаночной, то есть с лицевой стороны она уже будет лицевая. Вяжем по изнаночной стороне после лицевой петли от планки 17 изнаночных петель до лицевой петли перед третьей дорожкой. От планки до этой петли будет лицевая гладь. Провязываем по изнаночной стороне. Вот эта разделительная петля между первой и второй дорожками. Я ее провязываю изнаночной. И далее все петли по рисунку. Изнаночные и лицевая. По лицевой стороне после изнаночной петли планки 17 лицевых. Далее смена узора в третьей и четвертой дорожках. И когда довяжем большой элемент третьей дорожки, также перейдем на лицевую гладь. Я довязала большой элемент третьей дорожки узора полочки. По изнаночной стороне перешла на лицевую гладь, провязав все петли изнаночными до четвертой дорожки. В этом ряду начну вязать последний большой элемент. На спинке после прибавок сейчас провязано 1, 2, 3, 4
4 сегмента. И в этом ряду сделаю также второе прибавление петель между рельефными дорожками. Вяжем. Провязали до 4 дорожки лицевыми, изнаночная, и выполняем перехлёст по 2 петли, центральные на крайние вправо, центральные на крайние влево. Изнаночная. Довязываем большой элемент и в 7 ряду раппорта замыкаем петли к центру, а в 8 переходим на лицевую гладь. Чтобы не считать ряды, можно ориентироваться по маленьким элементам спинки. Когда будете замыкать второй ярус таких элементов, замыкается и большой элемент. И после замыкания с изнаночной стороны уже переходим на лицевую гладь, то есть все петли полочки будем вязать изнаночными, с лицевой лицевыми. Сейчас довязываем до узорчика спинки, и я еще раз покажу прибавки. Вторую прибавку делаю через 1, 2, 3, 4 сегмента и далее буду делать через 5 сегментов. Но вы, я повторюсь, можете делать прибавки чаще или реже, смотря какой интенсивности расклешения вы хотите добиться. После провязывания первого ряда элемента поднимаем ниточку протяжки вот таким образом и провязываем ее изнаночной скрещенной. 3 изнаночные петли. Вновь поднимаем ниточку протяжки, провязываем изнаночную скрещенную. Теперь у нас между рельефными дорожками 5 изнаночных петель. Вяжем по узорчику с переносом петель, центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево, изнаночная скрещенная из протяжки, 3 изнаночные, изнаночная скрещенная из протяжки и так далее. Продолжаем. Вяжем на желаемое количество сегментов и вновь делаем прибавки. Далее встретимся и вам расскажу, через какое количество элементов я сделала прибавки. А сейчас не забываем, что по изнаночной стороне между рельефными дорожками мы уже будем провязывать 5 лицевых петель. Я провязала на желаемую мне длину кофточки и далее буду переходить на платочную вязку. Но перед этим я вам расскажу, сколько и через сколько у меня сделано прибавок, чтобы вы смогли сопоставить и, возможно, сделать в другом варианте. У меня получилось, можно сказать, умеренное расклешение. Итак, всего прибавок я сделала 5 раз. После первой прибавки между дорожками 3 петли, после второй 5 петель, после третьей 7 петель, после четвертой 9 петель, после пятой 11 петель. И в завершении после пятой прибавки я связала еще 3 звена узорчика. Второе прибавление делала через 4 элемента. Третье прибавление через 5 элементов. Четвертое тоже через 5 элементов. И пятое через 4 элемента. Вот здесь четвертая прибавка, 1, 2, 3, 4, здесь пятая, и связала еще 3 элементика. Далее переходим на платочную вязку, все петли лицевые. Сейчас у меня связаны все 4 ряда раппорта маленького элемента, и начиная с лицевой стороны изделия буду вязать все петли лицевыми. В узоре спинки между дорожками убавлю по 2 петельки, чтобы край изделия не фалдил. Провязываем самостоятельно до узора спинки лицевыми петлями. Изнаночную петлю после планки тоже вяжем лицевой. Вяжем лицевой. Довязали до узора спинки, и здесь я тоже все петли буду провязывать лицевыми.
4 петли элемента и следующие 2 петли из изнаночной дорожки провяжу вместе за передние стенки с наклоном вправо. Лицевые. Разворачиваем 2 петельки перед следующим элементом и провязываем вместе за задние стенки с наклоном влево. 4 петли элемента, 2 вместе за передние стенки, лицевые, две вместе за задние стенки. И так далее. Продолжаем. Делаем убавки и после крайнего элемента все петли лицевые. Перед планкой изнаночную петлю вяжем лицевой. Так, вот я довязала ряд до конца. У меня на планке как раз получается 12 изнаночных дорожек от предыдущего отверстия под пуговицу. Но я уже здесь прорамку делать не буду, чтобы низ кофточки свободно сидел и не стягивался, так как кофточка у нас удлиненная, поэтому нижняя застежка нам не нужна. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем все петли лицевыми. И продолжаем вязать платочной вязкой на желаемую высоту нижней планки. Я провязала всего 13 рядов, на лицевой стороне 6 изнаночных дорожек. И по изнаночной стороне кофточки буду закрывать петли лицевыми. Провязываем 2 петли вместе лицевой, возвращаю провязанную петлю на левую спицу, провязываю ее со следующей петлей. И так далее. Продолжаем. Стараемся петельки сильно не стягивать. Вот такой краешек получается в виде косички, а с лицевой стороны в виде еще одной изнаночной дорожки. Продолжаем до конца ряда. В следующей заключительной части видео мы с вами приступим к вязанию рукавов. Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!